Это просто жесть. Я уже не могу делать эти сборки, господи, они мне надоели. Друзья, всем большой привет! Вы находитесь на канале Пиксель, меня зовут Катя. Сегодня замечательный день, потому что я сходила в вуз и забрала свой диплом бакалавра. Вот так вот, да. Но это не относится к основной части видео. Мне как-то стукнула мысль в голову, что будет, если я соберу 1000 сборок, а точнее, за сколько я это сделаю по факту. У меня в среднем на сборку уходит где-то 15 секунд, а это значит, что на 1000 сборок уйдет 15 тысяч секунд. Также мы возьмем в счет тот момент, когда я буду скрамблить кубик Рубика, также возьмем это по 15 секунд. И у нас в сумме уже получается 30 тысяч секунд. Ну, а если мы переведем это в часы, то получается что-то там 8 часов и 0,3. Округлим это до 9, потому что бывают всякие ситуации, там, да, когда немножечко туплю. Человеческий фактор, его не нужно исключать. Ну а главное, мы узнаем, что же произойдет, в принципе, если вот так сильно прям усердно потренить за один день. Потому что, как правило, я делаю в день примерно 200 сборок, и это, в принципе, для меня нормально. Я считаю, что прогресс есть, и это главное. Но в этот челлендж не входят другие дисциплины, поэтому я буду тренить сегодня только трешку, буду замерять результаты только по ней. И мне уже очень интересно самой узнать, что же произойдет с моими результатами. И почему-то мне кажется, что основная суть эксперимента будет с уклоном именно в количество, а не в качество. Потому что 1000 сборок это действительно очень много. Мне, естественно, захочется закончить это все побыстрее, узнать какие-то там результаты, которые будут в конце, упадет ли время, или наоборот, оно будет выше или останется прежним. Но в любом случае что-то да поменяется. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть на те результаты, которые я имею на данный момент. Я вчера достаточно хорошо потренировалась, и сейчас вы можете видеть результаты на экране. Значит, тут примерно SAP 15. Для меня это удивительно. Но хотя, почему, если я к этому стремлюсь? Ну, в общем, ладно. Значит, мы будем отталкиваться от времени, которое сейчас у вас на экране. Это AVG3 15.23, AVG5 14.41, AVG12 14.93 и AVG100 15.16. Но тут почему-то не входит AVG1000. Очень странно. Здесь есть общее время, это 16:19. И, скорее всего, самый главный фигурирующий момент по времени это будет как раз-таки среднее среди всех сборок. Потому что сейчас у меня примерно 1039 сборок, это чуть больше 1000, а мы сделаем 2039 сборок и узнаем, что уже получится. Конечно, я не сделаю всю 1000 за один присест, потому что это будет очень сложно. Я буду делать несколько перерывов и думаю, что уложусь в 4 присеста. То есть буду делать примерно по 200 сборок. Все свои сборки я буду делать на своем новеньком VRM V10, обзор на который есть на канале, и вы сможете посмотреть его по подсказке или по ссылке в описании. Ну и давайте сделаем стартовую сборочку. Очень хорошее расположение усов здесь попалось. Я надеюсь, это мне поможет. Ну, в принципе, неплохо. SAP 15 это то, к чему мы стремимся, поэтому сборочка вышла очень хорошей. Хочу заметить, что тут были сборки 17, 18, даже 20 секунд, и несмотря на это, у меня получилось побить сейчас AVG 100, она была, по-моему, 15,16, а стала 15,14. Я пока что сделала целых 30 сборок, даже не устала, ребят, машина перед вами. А у меня, кстати, сегодня еще будет стрим, мы будем на стриме вместе с ребятами собирать кубик Рубика, будем их стримить, будем разговаривать, и... Для вас этот стрим уже, конечно, прошел, но нарезки будут вот сейчас. Вы готовы, дети? Вопрос из чата. Пиксель, почему ты начала заниматься спидкубингом? Начала заниматься в 17 году, я тогда училась в 9 классе, по-моему. Я что-то заболела тогда, не ходила в школу, очень долгое время, прям, наверное, месяц. И я думаю такая, типа, блин, кубик Рубика, что-то интересное, надо научиться собирать. Ну и как-то вот научилась, меня это затянуло прям жестко по сей день.
Хотя были перерывы большие, на самом деле. Какой был первый кубик? Первый кубик — это была обычная палатка, купленная в магазине игрушек. Там типа даже не наклейки были, а просто рисунок. Я помню еще в школе, я когда вот выздоровела, принесла с собой кубик. Это уже был не самый первый мой кубик, а другой. Я получше купила. Вот. И что-то на перемене сидела на подоконнике, собирала. Потом прозвенел звонок, я побежала в класс. На уроке на самом я поняла, что я забыла кубик, и после урока я выхожу уже в коридор, и все, у меня его стырили. Было очень грустно, потому что я не могла потом найти этот же кубик. За сколько я первые кубики собирала? Блин, это тоже очень сложный вопрос на самом деле. Я прям помню, у меня были такие яркие эмоции, когда я сделала сап минуту на нем. Прям я орала на всю квартиру. Хороший скрамбл. Go blind. Ну, смотри, я могу сказать, что собираю блайндом, но ты этого не увидишь. Ты не видишь моих глаз. У меня вот задача сделать 1000 сборок, допустим. Я вот делаю. Из этой 1000, кстати говоря, я почти 100 сделала. А, нет, почти 200. Опа, вот здесь прям хорошо. Тут красный, зеленый, оранжевый, еще и синий уже на своем месте стоит. В новом кубе здесь вообще флипаются уголки очень сложно, и это хорошо, потому что в сборках я уже почти не встречаю такого, что у меня флипается уголок. Вот он, мой старый куб. Смотрите. Вообще на изиче. Мне часто бывает в комментариях пишут: ой, блин, пропустил стрим, или когда будет стрим. Ребята, в первую очередь об этих всех новостях я говорю в своем телеграм-канале. Ну, или для тех, у кого нету телеграма, допустим, я сообщаю это все в сообществе в YouTube. Поэтому следите за этим и не будете пропускать. А также, ребята, канал уже близится к цифре 8000 подписчиков, а у меня есть цель до конца этого года набрать 10 000 подписчиков. И я очень надеюсь, что эта цель к концу года будет достигнута, и только благодаря вашей поддержке и вашей сплоченности мы сможем это сделать. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, рассказывайте своим друзьям и давайте продвигать спидкубинг в массы. Уже даже стрим закончился, а я сделала всего лишь около 300 сборок, и это даже не половина. Капец, я думала, это будет гораздо легче, но оказалось не так. Ну и поставила же я себе задачу. Ладно, я думаю, сейчас еще немножечко пособираю и лягу спать. А завтра я проснусь специально пораньше, чтобы доделать эти сборки. Ну и к тому же время еще есть, потому что я начала записывать видос где-то во второй половине дня. Так что я думаю, я еще успею. Доброе утро, страна! На часах 10 утра. А начала я челлендж в 5 вечера, соответственно, у меня есть целых 7 часов и несколько сотен сборок, чтобы сделать это. Еще я хотела бы засечь время и узнать, за сколько я соберу 100 сборок. Давайте сделаем это прямо сейчас. И остается у нас последняя сборка, давайте сделаем ее вместе. Останавливаем время. У меня ушло 43 минуты и 45 секунд на то, чтобы сделать 100 сборок. Это просто жесть. Я уже не могу делать эти сборки, господи, они мне надоели. Та тактика делать по 200 сборок за один присест оказалась для меня не очень удобной, потому что 200 сборок это тоже оказалось много для меня, ну именно если делать это за один раз. Поэтому я стала разбивать по сотням и даже по меньшему количеству сборок и делать больше перерывов, но все равно это достаточно сложно, учитывая, что нужно сделать 1000 сборок, но тем не менее прогресс есть, и он не маленький, и я вам покажу его в конце видео. Осталось 100. Все, наконец-то я выполнила этот челлендж. На часах сейчас 3 часа дня, я даже перевыполнила. И очень горжусь собой. Это было сложно, капец как. Повторюсь это уже который раз в этом видео. Но, тем не менее, результаты офигеть, какие крутые. Я даже сама не ожидала, что получится так. Демонстрирую. Смотрите, это капец, это же вообще круто. У меня даже 1000 почти получилось сделать САП 15. Очень близко. И последние сборки прям я что-то на взлет пошла. Мне удалось побить все свои АВГ и лучший ПБ-сингл сделать здесь, но
конкретно на этом таймере оно получилось сделать за 9:28, но вообще у меня сейчас ПБ сингл это что-то там САП 9. Ну, в общем, я очень рада, что так получилось сделать. Я для себя поняла, что знать весь фридых вообще абсолютно не надо для того, чтобы достичь САП 15, потому что я сама до сих пор не знаю его полностью. Самое главное — это прокачивать лук-ахэд, который я прокачала, наверное, на год вперед. А на этом видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорой встречи в новом видео.